Есть часть представительного органа депутатов, которые как-то вот, ну, ревностно относятся, когда, допустим, общественники совместно с администрацией решают какие-то городские проблемы. То есть вместо того, чтобы тоже как-то работать, решать проблемы, то есть они начинают, ну, препятствия определенные, то есть какая-то зависть у них такая вот просто. Все-таки мне хочется знать, какие перспективы у нас ремонт улицы Челюскинцев в дороге. Я-то понимаю, что мы в 19-м, то точно, скорее всего, ну, по крайней мере, может быть, проект будет готов. Либо там хоть текущий, там видели, в каком состоянии дорожное полотно, ведь там не то, что есть, там уже, я говорю, там весной это вообще будет. Ну, в целом, вопросы регулирования капитального ремонта и текущего ремонта, ямочного ремонта содержатся у нас в муниципальной программе развития транспорта. Есть целый раздел, который связан как раз не сколько даже с обслуживанием и содержанием дорог, сколько раздел, связанный как раз с проведением ремонта. По результатам работы согласительных комиссий в области и поддержки депутатов Власова и Зубарева помощь оказана муниципалитету в виде увеличения расходных полномочий по направлениям. Первое – это завершение капитального ремонта проспект Ленина. Второе – это продолжение капитального ремонта улица, получается, для нас улица Промышленная, да, в понимании, а здесь улица Островского, и путепровод. Как таковых иных средств, да, на проведение текущего ремонта у нас нет. Конечно, я сейчас не буду долго рассуждать по поводу формирования доходной части. Вот если бы мы, как и другие муниципалитеты, решали вопрос формирования доходной части, ее увеличения, и видели бы совместно, вот все, вот вы правильно говорите, там эмоции, кто-то там непонимание и так далее. Вот если бы мы занимались вот этим, а не разбирательством друг с другом, то, конечно, бы мы сегодня могли вам сказать, да, мы сегодня ремонтируем улицу Челюскинцев. Я говорю так, как есть. Сегодня дополнительных доходов у муниципалитета на ремонт нет. Все привлекаемые средства я назвала, за счет кого обеспечим капитальный ремонт и выполнение обязательств, которые тоже нам очень важны. В отношении того, где эти средства можно еще позаимствовать, да, я думаю, что ваше обращение также является поводом для того, чтобы сказать, да, мы будем проводить конкурсные процедуры по капитальному ремонту улицы Островского. Будем проводить по ремонту улицы, не улицы, а путепровода. То есть какие-то определенные моменты, суммы, да, они из этого складываются. Что мы видим сегодня? Если говорить о ремонте улицы Челюскинцев, то по подготовке документов у нас есть локально-сметные расчеты, в установленные сроки мы согласны направить бюджетные средства и пройти государственную экспертизу, заключение. Но это не капитальный ремонт. Это не так, как проспект Ленина, а по логике с полным износом, да, на сегодняшний день отсутствием асфальта, при повышенной колейности, фактически, да, при несоблюдении требований, в том числе и вот по остановочным комплексам. При проведении капитальных ремонтов мы бы могли обеспечить здесь как раз и безаварийность, и установку остановок, и привлекать средства областного бюджета при своей доле софинансирования при наличии проекта на капитальный ремонт. Логика есть. Сделали проспект Ленина до кольца, от кольца до улицы Труда ушли с капитальным ремонтом по улице Челюскинцев. Сегодня есть только локально-сметный расчет, я правильно говорю, да, по улице Челюскинцев у нас. Да. Вот, то есть с общим выполнением работ там порядка 20 миллионов, где-то вот так, да, мы уточнимся в ответе. Вот, потому что здесь работы не должны быть, но что мы будем делать? То есть, если мы не капиталим эту дорогу, то она у нас, как вы понимаете, будет разъезжаться очень быстро. То есть мы фактически формируем небольшое основание, и в установленном порядке идет слой асфальта. То есть то, что мы сделали по улице Плеханова, да, по улице Советской, Ленинградской, то есть мы понимаем, что это далеко не навсегда и не капитальный, без замены остановочных комплексов. Но надо этим вопросом заниматься. И на сегодняшний день для меня даже, как для главы округа, и тут как раз вот конструктивное взаимодействие и с общественниками, с Думой должно быть. Мы должны совместно взять обязательства на себя и определиться с тем, да, что делаем в первую очередь. Улицу Челюскинцев, даже пусть в текущем варианте, и вкладываем туда 20 миллионов, понимая, что это не капитальный ремонт. Или мы делаем улицу Уральская,
которая также находится в вообще в крайнем положении. Либо мы совместными усилиями за счет привлечения других источников, обращаясь на промышленные предприятия, да, в первую очередь, по взаимодействию, обращаясь в Министерство транспорта, совместно ищем возможность перераспределения средств и участвуем в программах. Вот этих шагов нет. Мы почему-то вот все разбираемся, кто виноват. Вот это вот не надо делать. Мы в итоге не идем никуда. Вот нет, они опять хотят. Вот сейчас вот вы говорите, да, вот это проблема, которая требует обсуждения, и, кстати, обсуждения с населением. Нам надо что? Нам надо капитальный ремонт? Да. Или мы согласны на текущий ремонт и будем понимать, что мы 20 миллионов, да, условно говоря, размазываем по дороге, только, так скажем, закрывая ямочный ремонт. Там требуется капитальный ремонт. Вот это очень серьезная ответственность, когда вот и представительный орган тоже об этом говорит. А ведь решений-то кардинальных нет. То есть, если не делать, плохо. Если делать начнем за 20 миллионов, тоже плохо. То есть вот получается, что здесь вот это камень преткновения. Мы не идем дальше. Вот вы правильно говорите, что это проблема, да, и ее надо идти решать. Вот я даже пути вам говорю, как надо это делать. Но мы пока вот не идем, доли софинансирования нет. То, что, вот давайте посмотрим, да, у нас остается порядка, с условием доли софинансирования, да, 40 миллионов это остается проспект Ленина, вот просто можно даже посчитать. Половина от стоимости там получается 13 миллионов, ну пусть, да, порядка 7 миллионов нам на 2 года дадут на улицу Островского, а там всего 450 метров. На 2 года капремонт. И не нам дадут, нам уже увеличили расходные полномочия, да, если мы еще пройдем конкурсный отбор, то есть наша доля софинансирования есть. И третье, это вот 18 миллионов, это путепровод, почти там 19. Вот если пройдут эти конкурсные процедуры, мы уже сейчас видим, мы тогда должны от чего-то отказаться, от путепровода не можем. Не завершить проспект Ленина не можем. На улице Промышленной остановиться мы тоже не можем, потому что если мы остановимся, мы не придем и 20-30 лет. То есть получается, что вот эта экономия будет уже недостаточно. Технически что мы будем делать? Мы будем более серьезно работать с муниципальным учреждением на ямочный ремонт, зная, что там просто даже уже прихватиться к асфальту-то не к чему. Вот, мы знаем, да, но вот сейчас вы эту проблему озвучиваете, то есть все равно, когда к нам приезжает министр транспорта, проводится соответствующее совещание, видеоконференция. Вот я сама по себе такой человек, который не молчит и не стоит в стороне. То есть я, конечно, буду ссылаться на ваши обращения и говорить о том, что, вы знаете, общественники города Асбеста заявляют о наличии проблемы номер 1. Мы плотно работаем с ГИБДД, да, то есть тоже здесь, где у нас есть предписание, обследуем дороги, составляем акты. И вот с учетом документооборота пишем обращение. Вот, то есть вот это происходит, да, мы актуализируем этот вопрос. И возможно так же, как с проспектом Ленина, да, при понимании, что ситуация в городе Асбесте достаточно стабильна, люди заняты делом, люди занимаются инвестиционной привлекательностью, создают рабочие места, люди не разбираются друг с другом, да, конечно, такие источники будут определены. А если никому ничего не надо, никто никуда, вот как сейчас, не обращается, то есть и проблема не решается. Поэтому какая-то экономия может сложиться, мы можем усилиться на отдельных участках, но видим, что в 2019 году этого нет. Вот просто предметом для вот такого обращения, тем более 12 декабря, может послужить вопрос более детально подойти, может быть, в ответе. Давайте мы к 2020 году все-таки подойдем, то есть рассмотрим возможность включить все-таки, да, проектирование и начало работ по улице Челюскинцев. Я больше вам скажу, что предложение это звучало на согласительной комиссии в законодательном собрании. Непосредственно депутат Власов поддерживал это направление, я вполне открыто говорю, да, о том, что улица Челюскинцев, она тоже является сопряженной с центральной улицей. И здесь эти вопросы, они, в общем-то, решаемы. Второй момент. Ведь мы являемся моногородом, и системой поддержки мы не пользуемся. То есть была программа, улицу Советскую сделали только за счет участия в федеральной программе «Комплексное развитие моногородов». Нам было выделено порядка 14 миллионов за своевременность подачи заявки, наличие документов и обоснование этой заявки в Москве. То есть получается, что вот такие программы не существуют, и мы туда можем заходить. Но мы должны понимать, что вот
инициативы, ваши инициативы, общественников, населения, они принимаются, и не затягивается принятие бюджета, не ищутся какие-то поводы, да, а они принимаются своевременно, потому что мы гарантии на участие в программе сегодня дать не можем. Поэтому с улицы Челюскинцев такая ситуация.